Предлагаю вам сегодня окунуться опять же в мир ностальгии, в мир прошлого, мир довольно неплохого звучания. Но перед тем, как мое предложение вступит в силу, я предлагаю, конечно же, подписаться, написать комментарий. Как тебе этот битосик? А точнее, скорее всего, больше уже даже интерпретация, потому что авторские права. Авторские права получились и на обычный вокал, и на пич-вокал, и именно поэтому я уже могу смело заявлять то, что это больше интерпретация этого бита, нежели чем сам бит. Но на самом деле разница там будет невелика. А теперь я предлагаю послушать, как это звучит у нас. Нотки пианинка на самом деле оригинальные, но в ход пошли изменения, когда авторские права ютуба. Что у нас в пианинка? Пианинка у нас всего лишь добавлен шейпербокс и кристаллайзер. Кристаллайзер, ну обычный реверб просто с какими-то небольшими эффектами, чтобы точно уж не попасться под авторские права. Убираем шейпербокс, и звучит это у нас вот таким вот образом. Понятно, да? Просто дальше я вот именно не могу уже показать авторские права, к сожалению. Сразу хотел бы показать нотки пианино. Вот такая вот у нас аккордная последовательность, и у нас с тобой есть два паттерна. Смотри, в чем разница между первым и вторым. На первом у нас вот такая перебивочка, а на втором у нас вот такая, то бишь эти нотки остались и есть добавочные. Добавочные, вот они. Надеюсь, с этим понятно, останавливаться мы на этом больше не будем. Здесь немного укоротим громкость, envelope. После чего, что мы встречаем? Juicy WRLD Robbery, это оригинальный трек, опять же в моно, опять же подрезан, и вокал. Вокал обработан, конечно же, ты знаешь уже где, на нашем сайте. Если что, ролик про этот сайтик ты найдешь. И теперь мы переходим к партии ударным. Партия ударных на самом деле очень-очень простая, ну буквально совсем. Клэп у нас стандартный, вообще, ну, звучит вот так вот. Open head. Звучит вот таким вот образом. Hi-hat, two steps. Вот такой вот ваншотик. Римшотик. Здесь в чем отличие? Все очень просто. Смотри, у нас на одной и той же нотке расположены наши удары. Да? И делаем соответствующие выводы. То, что это просто был убран. А на самом деле бар-то одинаковый. Позже у нас с тобой есть 808. И давай послушаем, как он звучит у нас. Все довольно просто. Сразу хотел бы перейти к ваншотику. Без обработок он звучит вот таким вот образом. Нам вообще такое не нужно. И некоторые могут со мной не согласиться, но я все же так сделал, и у меня так получилось. Выглядит неплохо. Подрезаю. Прям верхней частотки очень много подрезаю и оставляю только низ. Опять же, это на вкус и цвет. Если бы у меня не получилось, я сделал бы иначе. Но у меня вот, к счастью, получилось. Дальше, кик, Fruity Peak контроллер. Да, вот такие вот значения. Давай зайдем в сэмплера 808, посмотрим, что здесь. У нас с тобой здесь докручен буст, EQ вообще не трогали, ничего не трогали. Кик мы просто скопировали с баса, то бишь Ctrl-C, Ctrl-V и просто выровняли на C решетка 5. Сэмплер кика у нас никак не докручивался, ничего с ним не делалось, просто сайдчейн. И в принципе биток у нас с тобой готов. Звучит он вот таким вот образом. Все, я надеюсь, с этим понятно, все очень-очень просто. И мне написали в комментариях, чтобы я все же разбирал вокалы. И на самом деле тут не о чем особо разговаривать, но я решил поэкспериментировать. И теперь мы перейдем с тобой к вокальной части нашего трека. Это у нас оригинал в моно. Это у нас что вырезал сайт в сайт составляющий. И групповой канал на этом сайт составляющий. Давай посмотрим. То, что вырезал нам сайт, ничего нету. На оригинальном треке у нас Q3. Вот такие значения. Почему такие? Потому что у нас запичилось все, и я срезал до того момента, пока кика не было слышно. Понятно почему, да? После чего групповая обработка этих двух каналов. У нас с тобой есть Q3. Вот такие вот значения у нас с тобой. 237 подрезали. Дальше 1322 Гц, 4700 Гц, 7288 Гц, 11 тысячник и 15 тысяч. Ну, практически 16 тысяч. Потому что там очень сильно выпирало, ибо мы изменили с тобой пич. Понятно почему. Fruity Flanger, обычный пресет, Double Trouble, как обычно. Микс докручен у нас с тобой на 27%. Пресетик фленджера я особо никак не крутил. Точнее, совсем не крутил. И здесь уже более интересней. Эффект трек. Что у нас с тобой здесь есть? Радиатор. За что отвечает? Давай я просто буду крутить, ты будешь понимать.
Теперь понятно, да? То бишь, это как сатуратор. Точнее, даже, нет, скорее всего, даже больше скажу как преамп, который нас докручивает. Это в большинстве случаев делается для микрофонов, то бишь усиление микрофона, если быть вообще проще. И вот его как раз я сам уже саморучно добавил, потому что подумал, блин, ну нужно как-то это все приубирать. Там были слишком высокие частотки, я убрал их лазером, потом мне нужно было их поднять, и вот именно поэтому такая вот последовательность у нас с тобой. Но ты сразу можешь видеть то, что я взял пресетик Studio Tape Pong. Он находится у нас на 10-й строчке Vocals. И вот он наш пресетик Studio Tape Pong. И вот как раз Echo Boy именно с этого пресетика. Но сразу смотрим на стиль. Studio Tape. Я взял именно такой и подправил наш BPM. Да, нужно подправить будет BPM. На всякий случай, потому что он не всегда автоматически все это ставит. Здесь нужно подправить. Просто кликаешь, пишешь, к примеру, какой у тебя BPM. Ну, давай, к примеру, 199. Все, мы здесь сделали, но здесь он у нас не поменялся. И здесь мы его также с тобой меняем. 199. После чего я больше, в принципе, ничего не добавил в эффект треке. И что он вообще делает? Давай послушаем. По идее, для тебя это все звучит так, что добавили просто дилей и просто декапитатор, то бишь поднятие нашего вокала. Но на самом деле это не совсем так, потому что я пытался поднять все декапитатором, сделать не получилось, не вышло, не пошло, как говорится, и именно поэтому радиатор меня тут спас. И после, конечно же, Valhalla. Valhalla сразу смотрим микс 10, Decay точно такой же, Concert Hall то же самое же, все то же самое же, но Low Cut мы подкрутили с тобой аж на 800 Гц. Почему? Потому что опять же запичено. Ибо когда я выкладывал все на YouTube, то бишь я заранее все проверяю, да, и если есть авторские права, я чуть-чуть переделываю, все дорабатываю, уже непосредственно самой FL, и в принципе все. Позже, что тебе может быть интересно, как звучит с мастером и как без. Давай послушаем без. С мастером. Я думаю, что различия просто невероятные. Как могло показаться тебе и что мы здесь сделали. Опять же, Vintage EQ, Exciter и Maximizer. Vintage EQ. Смотрим, mid. Low Boost. На Low Boost мы подкрутили на 80-х. Low Mid 2,8. High Boost почти 1 дБ. High Mid Boost 1,3 дБ. Сайт составляющие. Здесь уже покруче. Здесь мы выкрутили сразу же Low Cut, потому что он в сайт составляющий нам просто не нужен, там нечему играть. И я на всякий случай докручиваю. После чего Low Mid Boost мы подкрутили с тобой на практически 2 дБ, а именно 1,9. High Mid мы подкрутили с тобой на 1,5. High Boost мы с тобой подкрутили на 1,5. И High Mid Boost мы с тобой подкрутили на 2 дБ 1,1. Это что касаемо нашего Vintage EQ. И давай послушаем без всех, но с винтажкой. Тебе может быть и не слышно, но что я именно слышу, то что у нас с тобой собирается вокал и собирается драмка. И это уже круто. Это уже круто, даже пианино там немного развивается, но не так сильно слышно, как вот, например, вокал и средние верхние частотки, а именно драм-партии. После чего у нас с тобой встречается Exciter. Сразу смотрим на амаунты в мид составляющей. Это амаунт 1, 2,5 и 1,6 на верхних частотках. Почему сделалось все так? Смотри, мне нужно было чуть-чуть поднять кик. То бишь я взял диапазон, да, где он может присутствовать, а точнее его атака, не его хвост, потому что если хвост, бывают различные кики, и я особо так париться не хотел, прям все жестко сводить не очень хочется. После чего вокал, понятно, да, то бишь вокал и драмка. В мид мы можем услышать с тобой драмку больше, в сайд мы с тобой услышим вокал, потому что мы с тобой на микшере подкрутили сайд составляющей нашего вокала. Вот он. С этим, надеюсь, понятно. Ну и верха. Верха чуть-чуть прям подняли, чтобы, ну, чтобы было. Вследствие чего закрепим. Просто отшлейфуем это все максимайзером. Берем с тобой 4-й мод с пресетом Modern и вот такими значениями. Threshold на 4 дБ и компрессию мы делаем с тобой на 1. Все созвучно звучит у нас с тобой вот таким вот образом.
теперь, надеюсь, понятно, что, зачем и почему. Ну а если тебе такой ролик понравился, то не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий вообще, как тебе этот проектик. И при достижении, давай возьмем 100 лайков. При достижении 100 лайков, если реально этот проект кому-то будет нужен, да, как-то разобрать его, что-то посмотреть прям внимательно, то, конечно же, я выложу его в Telegram и Discord каналы. Ну а с вами был Лешечка Беркут, который вас всех крепко обнял, всех приподнял, рассказал вам про свой паблик, который еще не был рассказан. Но, кстати, вот сейчас выплывает такое окошечко у тебя, да, с красивым пабликом, где ты можешь скидывать свои биты. Да, буду рекламировать этот паблик, потому что это делается все для вас и не для коммерческого использования. В этом паблике ты как раз можешь кинуть на оценку свой битос, чтобы ребята прослушали, а также и ты. Высказывай свое мнение другим авторам и развивайтесь, коллаборируйте, давайте другим битмейкерам профит и просто наслаждайтесь общением в этом паблике. Почему бы и нет? И также вместе с этим пабликом я хотел бы сказать спасибо автору этого бита, который ты видишь прямо на экране. Если что, ссылочки на него в описании. Респектуйте, ставьте лайки и слушайте хорошую музыку. Если долг сделал шаг, прыгай на пол.